Дорогие друзья, мы еще раз проводим наш подкаст «Монументально». Меня зовут Антон Смирнов, я являюсь директором компании «КАД-системы». На протяжении 20 лет мы занимаемся цифровизацией строительной отрасли РК и Центральной Азии. Данный подкаст проходит о строительстве и о людях, которые строят. Все, что находится за большими картинками, названиями крупных девелоперских строительных компаний, все о тех людях, которые каждый день в этом участвуют. В прошлый раз мы говорили о том, что в этой отрасли задействовано от 700 до 1,5 миллиона человек взрослого населения в Казахстане. Это составляет практически 10% от ВВП. И сегодняшний наш гость, очень давно не виделись, Да. очень рад видеть, очень рад, что нашел время. Алексей Изотов, человек очень широкого профиля деятельности, человек, который является предпринимателем в первую очередь, человек, который является экспертом в области цифровизации, экспертом в области строительства, человек, который занимался проектированием, человек, который занимался интеграцией и занимается, человек, который занимается разработкой программного обеспечения, человек, который в 45 лет решил пойти на тяжелую атлетику, да? Человек, который написал собственную книгу. Очень много, да, но мне кажется, что, Алексей, нужно как бы передать слово тебе. И вот знаешь, какой первый вопрос, с чего хотелось бы начать? Что тебя заставляет? Какая, не знаю, боль, мотивация? Почему ты вот все это делаешь? То есть, что тебя толкает? Слушай, хороший вопрос. На самом деле, я думаю, ответ очень короткий. Амбиции. Мгм. Конечно, амбиции. И вот я в Сколково еще учусь, ко всему прочему, на программе Студент. Executive MBA, да, еще и студент. И мы там проходили тест, не помню, как он называется, не так важно. И там в том числе разбиралась история с мотивациями. Какие мотивации есть у человека. И вот когда ты сдаешь тест, у меня там была какая-то шкала, там сколько-то, 8, что ли, показателей или 6. Вот, у меня 3 показателя заполнены по максимуму. И, значит, это первое, это слава, ну, там это называется признание. Мгм. То есть, действительно, я хочу признания. То есть я хочу понимать, что то, что я делаю, имеет ценность, другие об этом знают, и как бы стоять, как-то поставить себе памятник в определенном смысле. В смысле, да. Второе — это деньги. Ну, то есть все-таки я занимаюсь предпринимательством, я не пишу музыку, я не сочиняю стихи, там я не реализуюсь как профессиональный спортсмен, для которого важнее всего вот результат и слава, да, как таковая. Для меня все-таки важны деньги, я предприниматель. И третье, очень интересно, не помню, как точно это формулировалось, но общий смысл такой, чтобы красиво было. М. То есть, грубо говоря, мне не очень интересно деньги ради денег, слава ради славы. Ну, то есть, там, плохая слава мне не хочется, да, чтобы это было. То есть, мне интересно, чтобы то, что я делаю, оно удовлетворяло еще и меня, и в моей картине мира, в моем представлении было как бы красиво. Да, и вот я начинал свой путь как там айтишник базово, хотя и в стройке. И вот я помню, там разработка какой-нибудь IT-архитектуры. Ну, мне Мгм. действительно важно, чтобы она была лаконичная, хорошо созданная, правильная. Не просто решить задачу, а сделать это изящно, сделать это красиво. Мгм. Поэтому я вот для себя понимаю, что все 3 пункта для меня действительно важны. То есть, чтобы это приносило деньги, чтобы это приносило признание, и чтобы это было в моем представлении все-таки красиво. Слушай, ну хорошо, а какие 3 не попали в тебя? Я не помню. Они не важны, они настолько не важны, что я Они даже не настолько не помню. важны, да. Там какие-то другие истории. У всех очень разные мотивации. Кому-то важно там... Слушай, ну, тяжелый разговор, я не вспомню сейчас детали, что Мгм. там было в этой штуке, поэтому я запомнил то, что было релевантно мне. Мгм. Вот. Слушай, хорошо, вот ты отметил, что ты в Сколково сейчас учишься. Очень много знакомых моих, друзей тоже сейчас учатся в Сколково. То есть это прям такая очень популярная тема. А что конкретно, то есть что тебя сподвигло туда пойти? Каких знаний тебе не хватает? Или ты для усиления какого своего направления ты туда идешь? Предпринимательство, экспертности, чего? То есть что ты там? А, ну, по большому счету, это же executive MBA, да, то есть Мгм, вот эта буковка executive предполагает, что в моей группе там из 54 человек, в принципе, все состоявшиеся предприниматели мгм, или состоявшиеся топ-менеджеры каких-то корпораций. То есть там нету людей случайных или которые только чему-то хотят научиться. На самом деле мы все там все умеем. мгм, Вот, поэтому, мне кажется, все, идя на Executive MBA, преследуют
там 2-3 цели базовых. Первое — это систематизация, это вот с точки зрения контента. То есть все-таки там чуть-чуть разложить по полочкам свой собственный опыт. Мгм. И когда ты общаешься с преподавателем, который тебе рассказывает, например, маркетинг, ты не изучаешь его как студент по книжке. Ты на самом деле на его слова, через его призму начинаешь прокачивать собственный опыт и Мгм. раскладывать его по полкам. То есть тебе рассказывают, как устроен там B2B бизнес. Ты такой уже не просто: о, как классно устроен B2B бизнес. Ты думаешь: у меня не так. А вообще он какую-то ерунду здесь рассказывает. А поспорю-ка я с ним. Мгм. Поэтому в части контента вот Executive MBA — это возможность там с 50 очень осознанными, очень взрослыми людьми, добившегося уже успеха, Мгм. да, прокачать и собственный опыт через научную как бы призму сколковскую, через их опыт, через свой опыт пообщаться, обменяться, обменяться опытом, да, то есть через Мгм. призму вот структурированного сколковского предмета, который вы изучаете. А вот вторая история, которая, на мой взгляд, очень важна, она еще проще для понимания. Там любому предпринимателю необходим круг общения. Круг общения — это ты как-то, в моем представлении, ты — это среднестатистическое от своего окружения. Вот, то Мгм. есть ты все равно там зависишь от своих родителей, от своей жены, от своих бизнес-партнеров, от своих клиентов. То есть ты от них все впитываешь, и вот с кем ты целый день общаешься, максимальное время общаешься, оттуда ты туда и отдаешь, и оттуда ты приобретаешь там знания, навыки, свое внутреннее состояние и так далее. И вот эта вот возможность там 4 дня в месяц проводить вместе с такой аудиторией, на самом деле, да, вот, общаться с ними, выстраивать какие-то дружеские связи, вот этот круг общения, он очень ценный. То есть это как меркантильно можно рассматривать, это как способ приобретения связей, да, ты действительно там находишь, там можно найти клиентов, там можно найти такой вот аламни, да, или алюмни, как правильно на английском, не помню, найти в этом алюмне можно найти людей, которым ты можешь продать свои услуги, свои продукты, с одной стороны. С другой стороны, для меня важнее именно то, что ты можешь с ними просто разговаривать и становиться, где-то подтягивать свои скиллы, свои внутренние ощущения жизни где-то до их уровня, где-то, ну, понимаешь, да, взаимодействовать с другими успешными людьми, находиться в этой тусовке. То есть это такой еще и бизнес-клуб, грубо говоря. Ну, все верно. То есть получается, что именно из соображения того, что твой доход равен среднему доходу, среднему совокупному доходу людей, с которыми ты общаешься. То есть именно из этих соображений. То есть это Тут дело, наверное, сообщество, это даже... комьюнити, Да. это деление опытом. Но это достаточно осознанный выбор. Туда как раз-таки в основном и не идут молодые там сразу как первое образование, потому что это все-таки более осознанный выбор. Это когда первые, ну вот мое мнение, да, там скажу, выскажу, это когда первые 20 там, лет ты на своем энтузиазме, на мотивации, на своих каких-то базовых скиллах ты протянул, потом дошел до Ну да. какого-то момента такой, блин, что-то не хватает, надо идти дальше учиться. И, собственно говоря, идешь. Но при этом выбор. Я, например, тоже состою там в бизнес-сообществе, да, и только подумываю, там узнал про Сколково, и туда планирую Мгм. идти в Сколково. Ты пошел от обратного, ты Сколково сделал своим бизнес-сообществом. Ну да. Вот. И в итоге, то есть, немножко от обратного. Может быть, со временем придешь к бизнес-сообществу какому-то. Тоже достаточно интересно. Ну да. Хорошо. Давай еще чуть-чуть такой вопрос. Книга. Да, Э, да. Вот прям вот это немножко другое направление. Я пробовал, начинал, какие-то очерки свои писал, но это долго, сложно, муторно, даже со всеми современными технологиями а-ля ChatGPT и так далее, все равно это занимает огромное количество времени. Все равно это прям... И при том, то есть цель. Это оставить свой след в истории, да, или какая цель еще была? Давай начнем немножко издалека. Я ушел из найма в 2011 году. И Мгм, когда я ушел из найма, я сразу организовал компанию iBeam. То есть я мгм, уходил в свой бизнес. И вот с 2011 года все, чем, в принципе, я занимаюсь, да и, в принципе, и в найме я занимался цифровизацией в области строительства. мгм, Там где-то я был консультантом по Primavera, где-то я был начальником отдела или там заместителем IT-директора. В общем, все компании были связаны со стройкой. А, э, в том числе американская компания была в опыте, компания Oracle. И все, чем я занимаюсь вообще всю жизнь, связано с цифровизацией строительства. В 2011 году, уйдя в свой бизнес, а, мы начали продавать американский софт, и на самом деле, как мне кажется, успехом iBeam стало то, что мы научились достаточно просто объяснять сложные вещи. Вот, то есть, ну, это, наверное, там одна из моих личных сильных сторон. То есть я могу прийти и
на относительно простом языке рассказать относительно сложные концепции. И, естественно, никаких других концепций, кроме как информатизации, цифровизации, автоматизации, как ты это ни называй, в области строительства, на самом деле в моей голове почти нет. То есть все, чем я занимаюсь, профессионально с этим связано. И идея написать какую-то книгу, на самом деле, совсем свою, она довольно давно была в голове, да, то есть чтобы сесть, структурировать свои знания в области там IT-архитектуры, в области потребностей различных строительных компаний. Вообще строительная компания – это очень абстрактное понятие. Есть заказчик, есть генподрядчик, есть собственные силы, есть нет собственных сил. В зависимости от этого очень разные возникают на самом деле потребности бизнеса. Есть BIM, нет BIM. То есть цифровизация нужна всем, но она всем нужна очень разная. И вот была идея как-то изложить собственное видение, собственный консалтинговый опыт, который с 2011 года уже, сейчас на текущий момент уже почти 15 лет занимаемся этим, да. И я как консультант, за исключением каких-то коротких периодов, не прекращал работать, в том числе как консультант. То есть не только как предприниматель, но и как эксперт внутри компании, который в том числе общается с клиентами, объясняет клиентам, как это должно быть устроено, взаимодействует с ними, осознает потребности, превращает потребности в софты. Да, вот это все я делал. И поэтому книга в голове была давно, но на самом деле я так и не созрел, и до сих пор не созрел до того, чтобы написать свою книгу полностью, книгу, которая была бы моей лично, и которая отражала бы мой опыт. Поэтому первый мой опыт, он в соавторстве с Дмитрием Смирновым. Дмитрий консультант в области то, что мы назвали информационный менеджмент, это на самом деле базово стандарт ISO 19650, да, который сейчас активно применяется на Западе и в восточных странах, в азиатских странах, и в арабских странах, и в Казахстане он на самом деле применяется. Везде сейчас в международных договорах прописан. И ISO 19650 стала некоторой основой для разработки набора методов, набора подходов по управлению информацией в стройке. Там простые вещи, да, то есть по большому счету это книга о том, что если ты принимаешь управленческие решения в стройке, тебе нужна для этого информация. Для того, чтобы эта информация появилась, ты должен сформулировать требования к этой информации и эти требования заложить куда-то тому, кто будет эту информацию выдавать. То есть если ты заказчик, то заставь проектировщика выдать тебе ту информацию, которая тебе нужна для принятия решений на стадии проектирования или перехода в стройку. Если ты от генподрядчика ждешь отчетность, напиши, какая отчетность нужна, да, что нужно. И книга, она на основе стандарта 19650, немножко переработанного через призму нашего опыта. И мы назвали эту книгу «Популярный информационный менеджмент». То есть она написана с точки зрения того, чтобы ее, в принципе, мог прочитать не специалист в цифровизации, а любой, грубо говоря, строитель или менеджер строительства мог взять эту книгу, практически не использованы сложные слова, определения все даны и описаны. И книга написана популярным языком, чтобы можно было взять и почитать, как это устроено. И книга не ссылается на программные продукты. То есть она именно про подход, про то, каким образом мы должны выстраивать цепочку, этот информационный конвейер в стройке. И написано максимально популярно. И написано, что это часть первая. Это как-то немножечко намекает, что будет часть вторая, а может быть даже третья. Но этого еще пока не произошло, пока есть часть первая. Поэтому я тебе как, можно сказать, моему соратнику по цифровизации строительной области, соучастнику дарю эту книгу. Спасибо большое. Надеюсь, что, может быть, ты ее прочитаешь по диагонали. Я, безусловно, ее прочитаю, безусловно, обязательно попробую. Я очень люблю читать книги в целом. Но я надеюсь, что это как-то, что твоя книга способствует популяризации непосредственно такого научного подхода. Я понимаю, что она написана не научным языком, но надо понимать, что если мы хотим именно популяризировать это направление, нужно как раз-таки выбирать такую методику, не научную методику написания книг. И в целом я хочу сказать, что в основе все-таки это не наши какие-то полностью фантазии, хотя, конечно, призма нашего опыта безусловно, есть. Все-таки в основе этой истории стандарт 19650. Как раз проверим, насколько ты можешь коротко и просто формулировать сложные вещи. Коротко уже не получилось. Хорошо, смотри. Окей, мы поняли, что
у тебя достаточно сейчас широкий профиль в целом, то есть направление деятельности как предпринимателя, пишешь книги, учишься, развиваешься. Все это всегда было связано с цифровизацией строительства. Вот давай простой вопрос. Что такое цифровизация строительства и почему ты там оказался изначально? То есть это воля случая или это целенаправленное какое-то действие? Или это у тебя там, не знаю, какой-то инсайт произошел в 15 лет? Что, почему ты там оказался? И что это такое? Вот цифровизация строительства для тебя. Ну, давай сначала начнем со второго, а потом то, что для меня цифровизация строительства. А, Слушай, ну, по большому счету, наверное, я могу сказать, что оказался я в этой отрасли довольно случайно. Ничего такого, никакого инсайта в 15 лет и вообще про стройку Мгм. у меня не было. И никогда, скажем так, до окончания института всерьез я об этом направлении не думал. По Мгм. образованию я вообще физик, да, и занимался я в институте ядерной физикой, но тем не менее на втором курсе, может быть, на третьем, ну и времена такие были достаточно специфические. Там 98-й год, в 97-м, по-моему, я поступил в институт. Вот. И где-то на втором, на третьем курсе я понял, что я, наверное, не буду заниматься физикой. Ну, просто тут, Ядерный. да никакой. Что, скорее всего, из науки я уйду. Мгм. Хотя что-то мне иногда нравилось, что-то мне иногда там не нравилось в науке. Наверное, я мог бы заниматься наукой, на самом деле, так, теоретически, но все-таки в моем мотивационном профиле деньги есть. Мгм. А тогда, знаешь, это совсем не предполагало. Да, особенно в России наука и деньги в 99-м году, ну, как бы мало связанные были понятия между собой. Вот, поэтому, так как, в принципе, наверное, такой стандартный путь студента-физика в бизнес был через IT-технологии, вот, ну, потому что в целом нас плюс-минус учили программировать, мы умели взаимодействовать с какими-то компьютерами, обрабатывать результаты эксперимента, какие-то расчеты делать и так далее. Ну, понятно, что где-то все это близко было. То единственное, что я, наверное, понимал, что я буду искать работу в области информационных технологий. Да, вот Мгм. после того, как закончу институт, и когда я писал диплом, он уже был связан с разработкой там программного комплекса, там обработки результатов измерений, но не суть. И когда я закончил институт, я стал искать просто работу. Смотрел я в сторону там и большой четверки, тогда аудиторской, но мне это было меньше интересно. Смотрел в SAP, смотрел в Oracle, вот в консультанты по вот этой теме пойти и начать осваивать. Ну вот, а подвернулось, так получилось, что история с компанией, которая была партнером Oracle Primavera. Тогда это просто называлось Primavera Systems, она еще не была Oracle. Мгм. Вот в России был эксклюзивный представитель. Они и сейчас на рынке присутствуют. Моя альма-матер профессиональная, куда я пошел работать консультантом, и 2 года я там, собственно, освоил эту Primavera, научился ее преподавать. Приезжал даже в качестве преподавателя в компанию Karchaganak Petroleum Operations. Ну вот, рассказывал тут. Ну, они знали, что такое Primavera, просто им надо было периодически новых сотрудников Мгм. обучать, пришедших. Вот, поэтому и в Казахстане много курсов по Primavera я 22 года назад провел, 21 год назад. Мгм. Вот, я думаю, что был и в Алмате, и в Актау, и в Атырау, и вот в Карчаганаке, вот в этих вот городах так связанных. Ну, в основном это были нефтяники. Мгм. Вот, с американской частью, потому что Primavera была принесена как некоторая американская история. И, ну, и если честно, я очень полюбил это направление, вообще все, что связано с проект-менеджментом в строительстве, именно с управлением проектами, впитал в себя вот эту вот, наверное, можно сказать, американскую PMI-евскую идеологию. Так и не сдал экзамен по PMI, Мгм. поленился, если честно, просто не хватило. Ну и потребности моей личной в этом не было. Но, тем не менее, я готовился к этому экзамену, сдавал какие-то там внутренние тесты, и я понимаю, что, в принципе, там вот PMI вошел в меня. То есть я такой внутри проект-менеджер состоявшийся, да, так скажем. И там управление проектов, разработка календарно-сетевых графиков, управление вот всеми этими предметными областями вокруг проекта — это такая моя тема. Вот. И оттуда вот именно из, грубо говоря, из проект-менеджмента начали уже вырастать идеи, как дальше цифровизировать строительство. Потому что, ну, календарно-сетевых графиков недостаточно, есть проектирование, есть информация из этого проектирования, которую надо как-то брать. И тут появляется тема бимов, бима.
Мгм. И я активно начал с ней взаимодействовать, когда был начальником отдела в крупной нефтяной компании, вот занимался, ну, под IT-директором работал. Мгм. Я увидел все это дело, заинтересовался. Плюс там какие-то мои друзья начали на эту тему, бывшие коллеги, там, разговаривать. И мы сидели в кафе и такие, надо открывать свою компанию. Такой, и заниматься бимом. Потому что это становится нужным. Это был 2000, по-моему, 8 или 9 год. Ну и там прошло плюс-минус 1,5-2 года, я эту компанию открыл. Называется компания iBeam, незамысловато. И BIM, понятное дело, здесь не что иное, как Building Information Modeling. Ну вот, и вот с 2011 года мы стали этим заниматься. Мне там еще помог один человек, очень любопытный, ставший нашим партнером в России, Том Денджинис, основатель компании Synchro, который теперь Мгм. продукт Bentley Synchro. Мгм. Вот. Том часто приезжал в Россию, у него здесь была часть разработки сидела в Москве. Мгм. Вот, и мы очень так много общались, стали эксклюзивными представителями, и это был такой старт нашей компании. Ну, вот, поэтому 2011 год, мы занимаемся 4D, то есть это совмещение графиков с BIM-моделями. В 2011 году BIM-моделей было очень много, поэтому нам было чем заняться. Да-да. Вот. Представляю, то есть вы создавали, по сути, это Ну, по прямо сути, для мы себя. стали создавать отрасль, да. И там вот все вот эти замечательные люди, типа Марины Георгиевны Король, которые популяризировали эту тему, мы как-то влились в эту общую тусовку, но со своей стороны. То есть там все были со стороны проектирования, а мы были со стороны именно стройки, то есть со стороны исполнения уже процесса. Мгм. И, ну, на мой взгляд, мы очень сильно дополнили эту область, и я потом просто ловил себя на том, что через там, 10 лет рынок стал разговаривать нашими терминами, которые мы 10 лет назад произносили, не будучи уверенными в том, что это имеет какое-то отношение К БИМу. ну, Или к вообще, делу, да. да, к Ну, строительству. про то, что мы в 2011 году начали говорить о том, что BIM-модель не нужна проектировщику, она нужна заказчику и генподрядчику. Все такие, чё? Ты как бы А вообще... основные деньги при этом тратит проектировщик. Да. И все такие, в смысле она не нужна? Ну, как бы, вообще какую-то ерунду вы несете, господа, да? Ну, и мы объясняли это именно с того, что все ключевые финансовые решения, они принимаются на самом деле потом. Ну, точнее, они принимаются в рамках проектирования, понятное дело, но BIM-модель может нести огромную ценность, большую ценность даже не самому проектировщику, а заказчику, там, на эксплуатации, в стройке, там, еще что-то. Вот. И это не был, на самом деле, мейнстрим ни разу. То есть это были новые для рынка слова, которые мы произносили, а сейчас вот в России все только это, так и на это и смотрят. Что как бы, ну, проектировщик, понятно, ему, наверное, надо чуть больше заплатить, чтобы он делал хорошую BIM-модель, но это максимум. А так дальше это ж не для проектировщика модель, она же для нас, для заказчиков. Слушай, ну вот мы очень много говорим про iBeam, но iBeam это именно больше про интеграцию, да, то есть это про услуги, про автоматизацию, про эту работу. Мы с тобой обсуждали сегодня вообще целеполагание, почему ты прилетел в Казахстан, то есть какие ты цели перед собой ставишь. Ты говорил, что основными целями все-таки у тебя идет развитие рынков для собственных разработанных Да. продуктов, да? Вот как ты пришел к этому, что это, ну, там, вкратце, если можно, что это за продукты и то есть какие там есть кейсы, может быть, уже какие есть. Я знаю, что как интегратор вы работали здесь с очень крупными застройщиками, у вас есть превосходные результаты, прекрасный референс, да, то есть с этой стороны мы эту историю знаем. А вот как с вашими разработками, которые, то есть вот с целями, которые ты ставишь? Слушай, ну, вот у нас же такая предпринимательский подкаст, да, в какой-то степени, и Экспертно-предпринимательский. экспертно-предпринимательский. Ну вот, и если предприниматели меня, наверное, поймут лучше. А, сервисный консалтинговый бизнес не капитализируется. Ну, как бы нет. No comment. No comment. Поэтому история с разработкой собственного программного обеспечения – это капитализируемый актив, который можно, там, я не знаю, завещать в конце концов. Да, то есть там мои дети могут быть наследниками какого-то актива, потому что консалтинговый бизнес наследовать практически бесполезно. Ну, то есть там люди, они разбегутся, и как бы и нет консалтингового Но очень бизнеса. важно, если, насколько я понял, Дмитрий работает также у тебя, да? Да, Да, то есть, ну, если у тебя есть сотрудники, которые на тему пишут книги, то это определенный, значит, как сказать, у них есть определенный уровень преданности компании, раз они остаются в компании, не само уходят собой, сами там. конечно. Но насколько это все держится на мне лично или на бренде компании, да? То есть, ну, вот
Мое представление о том, что тем более в России и в странах с такой неустоявшейся, так сказать, неразвитой или там развивающейся экономикой, все-таки капитализировать нужно какие-то активы. И ты можешь капитализировать что-то физическое, недвижимость, завод, там еще что-то, либо какие-то цифровые истории, связанные с, ну, нематериальные активы. Вот разработка софта с предпринимательской точки зрения для меня это вопрос капитализации. То есть это здесь во мне говорит чисто предприниматель. Если мы переходим в область такую экспертную, то, понятное дело, Может, когда там ты... вопрос из Да, предпринимателя, а насколько будет продолжаться развитие этого софта? Он же не может стоять на месте без тебя, не может. если ты говоришь о его капитализации. Ну, Он просто начнет амортизироваться, или ты все-таки выстраиваешь систему, при которой он будет сам дальше развиваться? А это опять же компания, это опять люди. конечно. Но это компании и люди, но люди, работающие на продукт. Не люди, работающие... В консалтинге люди работают на себя. То есть человек к тебе приходит, он развивается, он оставляет после себя, безусловно, какой-то след, а потом уходит у тебя из компании, и кто-то должен все равно консолидировать этот опыт, собирать. И если вот эта точка консолидации разваливается, то консалтинговый бизнес очень быстро превращается в ничто. Ну, не знаю, сталкивался, не сталкивался. Я многократно там консультировал коллег, взаимодействовал с коллегами, у которых была идея продажи консалтингового бизнеса. Там просто очень низкий коэффициент. Потому что когда заходит покупатель в этот бизнес, да, инвестор, там, человек, который хочет что-то купить, вот как бизнесмен, он понимает, что вот он сейчас что-то подпишет, а у нас же рабства-то не существует, а потом вместе с основателем люди-то разбегутся, и все. Поэтому продается всегда то, что имеет уже четкие процессы, четкую клиентскую базу, когда ты можешь... софт имеет клиентскую базу. Софт это вот ключевой показатель подписочной модели или ключевой показатель вообще в продаже софта, это же retention, да, то есть, по сути дела, возвращаемость клиента. Ты вот 1 год продал, продашь на следующий, продал на третий, и если у тебя 80% клиентов возвращается каждый год, ну, ты, значит, можешь прогнозировать, как эта штука будет, как будет это двигаться, как у тебя будет расти выручка. Вот. Ну, это вот, собственно, Ну, да, предпринимательская понятно, история. И поэтому интеграция сложно, да. коэффициент к EBITDA в консалтинговом бизнесе против айтишного, он разный сильно. Можно Я посмотреть немножко на... о другом спрашивал. Я спрашивал вопрос больше о том, что ты же говорил уже о детях, о передаче каких-то Ну да, да. активов, да? То есть, когда мы говорим просто о капитализации, когда есть софт, есть понятный